Анна держала журнал регистрации, пока над стеклянной дверью клиники развертывался неон входа, холодный, но уверенный. Нью-Йорк цвел вокруг, и все шумные дороги казались ей лишь мелодией, которую она вынуждена подыгрывать каждый рабочий день. Она знала, как держать улыбку на лице, как делать вид, что каждый звонок и каждый паспортный документ не становится тяжелым камнем на груди. Но в этот день за стеклом скрывалась не просто приемная. За дверью кабинета главного хирурга находилось нечто большее, чем операция или протокол. Нечто, что обжигало взгляд Анны, как лазер на контрольной панели. Дверь распахнулась. Она вздрогнула, почувствовав, как прохлада комнаты и темная тень в дверях заставляют сердце ускориться. Глава клиники, доктор Эдвард Льюис, появился в дверях с той странной смесью уверенности и замкнутости, которую Анна знала слишком хорошо. «Анна», — произнес он без лишних слов, и его голос прозвенел как инструмент в руках мастера. «Мне нужна помощь в особом деле. Это не просто больной. Это отец. Он требует присутствия верности и адептности, если можно так выразиться. Мне нужен человек, который сможет стать моей женой на время». Анна подняла взгляд на его лицо. В ней же было что-то теплое, как огонь свечи в холодной комнате, и какое-то удивительное спокойствие, которое заставляло ее сомневаться в своих страхах. Льюис никогда не улыбался так широко, как сейчас, когда говорил об этом. И в его глазах она увидела не только усталость, но и глубокую тоску. Такую тоску, которая просила быть услышанной. «Не влюбляйся в меня», — подумала Анна, и слова этот крошечные, словно стеклянные колокольчики, шепнули ей на ухо. Но он говорил не о любви к ней, а о долге перед отцом, перед тем, что он потерял и что он не выплеснул в своей жизни. Льюис попросил ее временно сыграть жену перед отцом, который, как он говорил, верит, что его сын не одинок. Отец страдал, был тяжело болен и впрямь почти потерял связь с реальностью. Он нуждался в том, чтобы видеть рядом не просто сына, а кого-то, кого он мог бы считать своей женой, своей дочерью по возрасту и опоре для жизни. Анна не удивилась, что Льюис выбирает ее. Она видела, как он смотрит на мир сквозь стекло своих ошибок, и в его взгляде, за тенью холодной строгости, она читала не просьбу, а просьбу о чем-то большем, чтобы кто-то вернул миру его часть, утратившуюся в прошлом. «Льюис, я не уверена, смогу ли...» Она начинала, но он перебил ее мягко, как бы осторожно направляя ее к краю пропасти. «Сейчас не обуза и не благодеяние. Просто хочешь, не хочешь. Сделай так, чтобы отец не потерял реальность еще глубже». И тут ее взгляд зацепился за его глаза. В них было то самое мгновение, когда человек понимает, что что-то внутри него просит быть услышанным через другого. «Хорошо, я попробую», — сказала она наконец. И ее голос прозвучал как шаг по тонкому лезвию. Не тревожный крик, не обещание, а решимость. Ужин с отцом Льюиса — не просто трапеза. Это маленький мир, где тишина держит уют, как теплая пледная ткань. Отец смотрел на Анну с тем же вниманием, с которым человек оглядывает на давно ушедшую эпоху фотоальбомов. Анна почувствовала, как руки старика дрожат, но взгляд его не возмужал и не ослаб. Он не смотрел на нее, как на чужую женщину, не видел ее, как новую жену Льюиса, а как кого-то, кого он давно искал, и кто может быть рядом. Ужин был тихим, в теплой тишине, сквозь которую иногда проскальзывали истории из прошлого. Старик рассказывал о своей молодости, о местах, где когда-то был смелым, и о том, как мир вокруг изменился так, что он стал смотреть на жизнь как на длинную дорогу, на которой каждая остановка — это выбор. И в этот вечер на одной из старых фотографий увидела женщину с мягкой улыбкой, чье лицо отражалось в лицах Льюиса. Эта женщина не была Анной,
не была его женой в обычном понимании, а нечто большее, нечто, что связывало годы в одну нить. Лицо женщины на снимке не сказала ничего, но улыбка говорила: «Это ты, Анна. Это мы все вместе, и это не конец». Анна не смела произнести вслух своих мыслей, но внутри нее поселилось тихое ощущение. Может быть, здесь и сейчас она увидела ровно то, что искала в его взгляде. Не замену, не маску, а отражение того, кого больше нет рядом. Утро вернуло клинику к своей привычной строгости, и Анна снова занялась бумагами, расписанием пациентов и очередями. Но в душе у нее шла неразрешимая трещина. Та, что растет, когда ты начинаешь видеть людей не просто как роли, а как живые истории. Анна узнала правду о жене Льюиса. Она погибла 5 лет назад в аварии, где выжил только он. Эти слова, словно удар по стеклу, заставили ее понять, что за просьбой Льюиса скрывается не просто желание поддержать отца, но и боль утраты и непрощенное чувство вины. Медсестра, которая шепнула эти слова в коридоре, добавила: ее звали Аннабель. И вдруг Анна поняла. Льюис знал ее имя задолго до того, как просил Анну сыграть роль его жены. Непредсказуемая игра судьбы. Знак того, что здесь не просто пороется с тайной, а встречается с чем-то, что уже было в жизни Льюиса, и заново пытается найти себя через других. Льюис нашел подходящий момент, чтобы открыть дверь в свои сомнения, и сказал правду, которая была горькой, но необходимой. Он объяснил, что отец путает время и принимает настоящее за прошлое. Отец видит Анну не как чужую новость, а как отражение той женщины, которую он потерял. Жена Льюиса, Аннабель. Именно в Анне он видит не замену, а отражение той эпохи и той любви, которую он когда-то испытывал и не смог сохранить. Если правда будет произнесена вслух, сердце старика окончательно погаснет. Предупредил он, и Анна ощутила, как стены клиники начинают звучать пустотой. Пустотой, которую может наполнить только имя, произнесенное честно и открыто. Анна ушла молча, не произнося слов, потому что знала. Некоторые тайны не нуждаются в озвучивании. Они живут внутри, окрашивая ночи и дни, но все еще остаются невыразимыми словами на языке. Итак, история, начавшаяся как просьба на фоне стерильной атмосферы клиники Нью-Йорка, превратилась во временную встречу двух людей с прошлым, которая не отпускает. Анна не была той, кто приносит ответы. Она стала тем зеркалом, в котором Льюис увидел не свое продолжение, а часть того, что потерял, и, возможно, начал видеть в новой свете за счет того, что ему пришлось позволить другим жить рядом с ним. Льюис же, в свою очередь, понял, что секреты, хотя и могут держать людей вместе, не выносят радикальных изменений, и иногда настоящая любовь не вернуть прошлое, а дождаться, чтобы оно нашло путь через его собственное будущее. Если правда будет произнесена вслух, сердце старика может погаснуть. Но молчание тоже может быть тяжелым, и иногда молчание, как в этом случае, тоже акт заботы. Не разрушение прошлого, а сохранение его в той мере, в какой оно еще может жить через новые связи и новые течения жизни. Анна знала одно: любовь часто не требует слов. Иногда она просто существует, как смех, который слышно в тишине, как свет, который просачивается через щель между стенами. И вот теперь она ушла не с ощущением роли, а с ощущением того, что она видела. Не как замена, а как отражение. И это отражение, возможно, было самым настоящим подарком, который Льюис когда-либо мог получить. Понимание того, что прошлое может жить дальше, если не пытаться склеить его к настоящему, а позволить ему стать частью будущего, которое еще не началось. Льюис продолжал свое медицинское занятие и свое молчаливое покончание с прошлым,
но в его глазах мелькала искра, которую раньше заметить трудно было. Аннабель стала не просто именем, но символом утраты и бесконечного ожидания того, что любовь не исчезает вместе с тем, что уходит, а только меняет форму, чтобы жить дальше в новом формате. В этом формате Анна стала частью не чужого сценария, а своеобразной нити, связывающей прошлое и будущее через настоящее, заботу и правду, пусть и под занавесом молчания. Так история на этом этапе превратилась в то, что почти невозможно назвать концом. Это был момент перехода, когда слова утрачивают свою силу, а жесты и взгляды становятся тем, чем называют истинную любовь — вниманием, безусловной поддержкой и готовностью прожить вместе не роль, но путь, который не заканчивается на одной ошибке или одной утрате, а продолжается за счет нового доверия и взаимного понимания.